Дочь Льва Петровича сообщила ему в холодном сообщении, что он не приглашен на ужин, так как ее муж не желает его видеть. Эта новость стала особенно болезненной, ведь всего несколько месяцев назад Лев Петрович оплатил большую часть стоимости их нового дома. Он не стал устраивать разбирательства, а просто молча отменил все переводы, удалив 174 автоматических платежа. После этого начались звонки, но он на них не отвечал. Накануне он надел темно-бордовый пиджак, который всегда выбирал для семейных встреч. Он следил за тем, чтобы выглядеть аккуратно и сдержанно, достаточно скромно, чтобы не раздражать зятя, но и не настолько просто, чтобы показаться неряшливым. Ему было 77 лет, он давно перестал следить за модой, но ухоженность осталась для него делом принципа, даже если больше ни для кого. Он вспомнил, что дочь говорила. Ужин начнется в 7, и в 6 он медленно проходил по своей комнате, полной воспоминаний. Комната напоминала музей его жизни. Фотографии с покойной женой Зоей, кадры из детства дочери, выпускные снимки внуков Веры и Максима. Все эти образы напоминали ему о времени, когда все было проще, теплее, когда семья казалась настоящей. Особенно долго он смотрел на фотографию Зои. 15 лет ее не было, но он до сих пор мысленно советовался с ней. Она всегда умела расставлять границы даже с самыми близкими. Ему этого не хватало. Когда вслед за первым сообщением пришло второе, более жесткое, все стало ясно. Оно было холодным, словно написано незнакомцем. И это после всех лет заботы, после безусловной помощи, которую он оказывал дочери и ее семье. Он вспомнил, как когда-то маленькая Ольга тянулась к нему, стеснялась, просила совета. Вспомнил, как впервые привела в дом Артема, своего будущего мужа. Они тогда оба светились от счастья. Все это казалось таким близким, родным. А теперь стало чужим. Он не мог не задуматься, сколько раз приглашения на семейные обеды были формальными, сколько раз за улыбками скрывалось равнодушие. На столе перед ним лежал рекламный буклет элитного жилого комплекса у озера. Дом, который он помог оплатить. Тогда дочь уверяла, что это инвестиция и что у него будет собственное место в их новом доме. Сейчас он понимал, что это место существовало только в словах. В банке, оформляя эту сделку, он не сомневался. Менеджер задал пару уточняющих вопросов, но Лев Петрович был уверен в своем решении. После смерти Зои у него остались сбережения, и он считал своим долгом помочь дочери. Тогда это казалось правильным. Позже были просьбы об оплате машины, частной школы для внука, курсов, ремонта кухни, страхования, лечения. Он не считал, он просто платил. И верил, что делает это из любви. Но в ответ получал лишь редкие звонки по праздникам, короткие визиты, натянутые улыбки. Сейчас он четко понял. Его присутствие стало нежелательным, даже в том доме, за который он заплатил. Он достал папку с документами, в которой все было тщательно разложено. Бизнес, курсы, страховки, ремонты, кредиты. Он уже не помнил все суммы, но перед глазами развернулась целая история. История его наивности. Именно в этот момент пришло сообщение от Веры, внучки. Она спрашивала, придет ли он, говорила, что скучает. Она всегда была другой, внимательной, искренней, настоящей. Даже когда все остальные будто забывали о его существовании, она находила время написать. Он дал ей понять, что не будет на ужине. Судя по ее удивлению, она действительно не знала. Он посмотрел на папку с документами снова и понял. Все эти годы он не получал любовь, он ее покупал. И, кажется, срок аренды истек. Он набрал номер банка и дал распоряжение остановить все автоматические переводы. Пока оператор проводила идентификацию и вносила изменения, он чувствовал, как в голове выстраивается четкий, спокойный план.
Когда все было завершено, он ощутил облегчение, словно тяжелый груз, давивший много лет, наконец исчез. Он отключил телефон, заварил чай, открыл фотоальбом и впервые за долгое время выбрал не служить, а просто быть собой. Так начался его путь назад, к себе. Без обид, без претензий, без усталости. Прошло несколько дней. Лев Петрович не отвечал на звонки, не ждал сообщений. Он наслаждался утренней тишиной, открывал окно, пил чай и чувствовал, как возвращается к жизни. Ян приехал в банк за 20 минут до открытия, чтобы окончательно аннулировать доверенность и прекратить доступ дочери к его счетам. Все прошло спокойно. Бумаги были подписаны, документы оформлены. Следующим шагом стал визит к юристу. Он хотел пересмотреть завещание и создать пожизненный траст, чтобы никто больше не мог распоряжаться его средствами без его ведома. Основная часть наследства теперь переходила в его собственный контроль. При жизни только он. После — вера, благотворительность, минимальная обязательная доля дочери и внуку. Зять был исключен полностью. После завершения всех формальностей он поехал в магазин. Впервые за долгие годы он покупал продукты только для себя. Он выбрал то, что любит, не вспоминая о вкусах семьи. Дома его ждала Вера. Она приехала без предупреждения. Они провели вечер в тишине и тепле, говорили о книгах, делились мыслями. Это был первый по-настоящему спокойный разговор, без условий и ожиданий. Несколько дней спустя он завершил оформление юридических документов. Все было защищено и окончательно. Он больше не чувствовал, что что-то должен. Наоборот, он чувствовал свободу. Дочь и зять сначала пытались давить, потом просили, потом обвиняли. Он не отвечал. Он больше не покупал любовь. Он стал свободным. Через месяц Лев Петрович начал готовиться к поездке. Италия — мечта, которую они с Зоей откладывали десятилетиями. Вера помогла с билетами, маршрутом, купила ему чемодан. Он поехал. Не ради кого-то, ради себя. На террасе маленького кафе в Тоскане он смотрел на виноградники, вдыхал аромат свежего хлеба, наслаждался солнцем. С ним была старая подруга. Они вместе смеялись, записывали впечатления, фотографировали друг друга. Он чувствовал, как живет. Годы прошли в служении, в уступках, в молчаливом ожидании благодарности. Но он успел. Он выбрал себя. И это было главное. Он больше не отвечал на звонки, где просили денег. Он отвечал на письма Веры. Он снова чувствовал себя нужным. Не из-за переводов, а потому что был человеком, которого любят. Каждое утро он начинал с улыбкой. Он больше не чувствовал одиночества. Он чувствовал свободу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.